Как боевые искусства могут изменить общество, оно его уже меняет на протяжении всех тысячелетий. Люди дерутся, убивают друг друга и развиваются. Выживает только сильнейший. Вот так вот боевые искусства и меняют общество. Да. Слабые гибнут, сильные выживают. Может ли ученик превзойти своего учителя? Может. В чем превзойти? Люди не одинаковые, люди все разные. Если превзойти в какой-то конкретной области, тогда да. Чтобы, еще раз, люди разные. Что значит превзойти? Как отличить истинное мастерство от иллюзии мастерства? Ну, там вот, где надутая грудь, там, где требует поклонения, так вот там вот иллюзорное боевое искусство. Да и вообще все, что относится к жизни. А там, где нет чувства собственной важности, есть гармония и творчество, и улыбка. То есть сенсей всегда ржет, вот там вот истинное боевое искусство. Просветленному мастеру просто так не придешь. Да. Очень редко к нему дорогу найдешь. А когда находишь, то, скорее всего, тебя пошлют. Как найти просветленного мастера боевых искусств? Трудно ответить на этот вопрос. Это можно узнать только тогда, когда сам сознанием дорос. Когда, как говорится, ученик готов, готов и учитель. И наоборот. Вот так. Где заканчивается техника и начинается искусство? Там, где не пусто и не густо. Это же очевидно. Там, где есть, будем говорить так, творческий подход, там и начинается искусство. А там, где есть повторение заученных каких-то приемов, никакого искусства нет. Что значит счастье в жизни? Счастье – это просто психоэмоциональное состояние. Внутреннее. Улыбка, радость – это и есть счастье. Оно может зависеть от неких физиологических либо материальных факторов. Я считаю, что счастье человека характеризуется только тогда, когда он счастлив сам по себе. От того, что он просто есть. Живет, дышит. Небо голубое, травка зеленая. Это и есть истинное счастье. Получать удовольствие от того, что имеешь, а не от того, что ты там предполагаешь или хочешь. Если ты получаешь удовольствие, будем говорить так, в жизни только от каких-то материальных вещей там, и так далее, то это счастье временно. А когда ты получаешь радость и удовлетворение от того, что ты уже есть, просто проснулся, и прикольно, это и есть истинное счастье. Вот так. Как сохранить чистоту духа в мире, где все покупается и продается? О, это не очень легко дается. Никак. Ответ очевиден. Все зависит, будем говорить так, не от внутреннего состояния, а от человеческого воспитания. Если тебя правильно воспитали, значит все удастся и получится. А если тебя воспитывали неправильно, и на тебя влияла окружающая среда, то как ты сохранишь какую-то чистоту духа, если кто-то с детства тебе впаривал какую-нибудь чушь в голову? Все зависит от того, в какой ты среде развивался и кто тебя учил, кто был авторитет. И если у тебя правильные по жизни были родители, мама, папа и авторитеты, то тогда, да, можно сохранить и чистоту духа, можно развивать свое сознание, быть осознанным человеком, и вообще правильно жить. А если тебе кто-то впаривал какую-то чушь в голову, то тогда, скорее всего, ты будешь идиотом. Это же очевидно. От человека это никак не зависит. Где граница между смирением и слабостью? В очевидных вещах. Есть такие слова очень правильные, но и интерпретируются они по-разному. Ударили тебя по левой щеке, подставь правую. И добавляешь, но ударить себя не дай. С другой стороны, ударили тебя по левой щеке, улыбайся и с улыбкой на лице сломай ему нос сразу же. Вот это и есть разница
Между смирением и слабостью. Вообще понимаешь, что такое смирение вообще по определению? Смирение на самом деле это принятие. Принятие как бы момента здесь и сейчас, того события, в котором ты пребываешь. Что бы с тобой ни происходило, ты ко всему относишься просто одинаково. То есть ты не ликуешь, когда там получаешь некие удовольствия и благо, и в то же время ты не расстраиваешься тогда, когда происходит что-то в жизни плохое. Ты не печалишься и не скорбишь. Это и есть смирение. Поэтому разница между смирением и слабостью, это, это глупый вопрос, это неправильный вопрос. Потому что смирение к слабости не имеет никакого отношения. Смирение – это принятие, чего бы ни происходило в твоей жизни. С улыбкой, да. А слабость – это нытье. Вот и вся разница.